Добрый день. Сегодня я вам покажу, как можно двумя простыми способами улучшить надежность вашего гирбокса. Итак, приступим. Для начала начнем с пружины. В моем случае это пружина Gardner SP130. Перед любой установкой в гирбокс нужно вытащить поршень, направляющую и пружину. Значит, у пружины есть с одной стороны больше витков, с другой меньше. Где больше витков, мы одеваем на направляющую, где меньше, вставляем поршень. Дальше все это дело ставим вертикально, держим здесь и сжимаем до упора. У нас от прижатия вот должна быть получиться вот такая картина. То есть поршень должен полностью утапливаться до упора. Вот такого не должно быть, что каких-то зазоров. Почему? Потому что если вот будет вот такой зазор, гирбокс не сможет завести пружину, он у вас клинанет. Тем самым либо срежет эти зубья, либо поломает шестеренки. Чего вы, я думаю, не хотите. Что я рекомендую делать? Вот, берем пружину. С одной стороны, вот где со стороны направляющей у нас более плотно витки идут. Я рекомендую обрезать где-то около 3 витков. Как обрезать пружину, смотрите в отдельном видео, которое я приложу сюда. Дальше. Что у вас в результате должно получиться? Вот сейчас вот вставляем поршень, вставляем пружину. Это вот не обрезанная пружина. Видите, сколько витков осталось за стенкой. И вот если мы сейчас ставим направляющую, будем сжимать, она будет извиваться как змея. То есть она идет на излом. Это не очень хорошо как для мотора, как для шестеренок, ну в принципе для всего механизма. И когда мы обрезаем пружину, у нас в принципе должно получиться вот что-то наподобие вот такого варианта. То есть пружина без напряга фиксируется в стенках гирбокса. Вот. То есть без изломов, без ничего, все четко. Вот. Получается, когда вот пружина уже была подрезана, привод выдал 145 метров в секунду. То есть, в принципе, этот Gardner вот выдает он на 20 единиц больше, чем номинал. То есть, если у вас, допустим, 120 пружина, то он у вас выдаст 140 метров в секунду. Если 130, тогда 150. Если там 170 пружина, у вас он там выдаст 190. То есть, от этого зависит. Вот. И то есть еще зависит от компрессии, насколько у вас хорошо компрессия. То есть пружина в поршневой группе, потом вместе сочленение с хопом и дальше уже сама резинка на стволике, как хорошо она сидит в хопе и не пропускает ли она воздух. Если у вас вот вся вот эта воздушная часть хорошо держит компрессию, вот 130 пружина у вас спокойно 145-150 выдаст. Вообще без проблем. Вот. Еще в зависимости, ну, как вы хопом подожмете шар, тоже как бы на выхлоп влияет. То есть, если у вас не зажат хоп, то у вас будет 145 метров в секунду. Если вы там чуть подожмете, у вас 150 будет. Что как-то так. Далее, второй способ, как увеличить надежность вашего гирбокса, это снятие отсекателя одиночного огня. Почему это надо делать, по моему мнению? Значит, как все это дело работает? При переключении переключателя огня, ну в моем случае это АК, приходит следующая вещь. Двигается вот эта вот секторная шестеренка. Она в свою очередь двигает вот эту вот пластину, а эта пластина двигает вот этот отсекатель. Он находится под секторной шестерней. Если я сейчас все сниму, вот он. Здесь он находится.
И получается, когда вот в таком положении, это у вас одиночный огонь включен. Здесь еще вот пружинка, она вот как раз удержит в таком положении. И то есть получается, вот если он в таком положении, это у вас будет очередь. То есть секторная, она не будет задевать за него, и она просто будет вращаться. Вот сама секторная шестерня. У нее вот эта вот часть, вот этот блин внизу, он как раз взаимодействует с этой частью. Почему я рекомендую ее снимать? Во-первых, потому что есть разные отсекатели, есть разные шестеренки. То есть они, как бы видите, они не созданы друг для друга, это раз. Во-вторых, вот по аналогии с велосипедом. Вот у вас ось, да, вот у вас вращается колесо. Ну, вот, и вы едете, допустим, на велосипеде. Вы же не будете вставлять палку в колесо. Вот это, в принципе, палка. Поэтому я думаю, от нее спокойно можно избавиться. Она реально не нужна. Все, что она делает, это она просто, вот когда секторная делает один оборот, она просто скидывает контакт. Вот. Просто задевает вот этим выступом. Вот этим. И получается, вот контактная группа, она просто вот разъединяет. То есть, и когда у нас вот в таком положении, у нас крутится мотор, и все шестеренки вращаются, поршень взводится и стреляет. И то есть, вот когда секторная один раз провернулась, она ее каждый раз размыкает. Поэтому надо нажимать опять на спусковой крючок. Вот. Одиночкой, даже когда у вас снято это, все равно можно стрелять. Просто вместо переключателя огня нажимаете и резко отпускаете. Как бы далее, почему я это рекомендую делать, потому что обычно вот этот нижний подшипник выламывает при нагрузке. А нагрузка она случается потому, что вот довольно-таки часто эта деталь она заедает, и как бы это еще один узел, который вот реально ломает гирбокс, потому что она напрямую взаимодействует с вот этой вот рукояткой переключения огня, ну, с вот этим вот. Она напрямую, это то есть вот вы как грубо говоря, когда вы вот так вот делаете все время, вот туда-сюда, туда-сюда, вы как раз таки можете и поломать ваш гирбокс. То есть у вас вот ломается, как правило, вот этот нижний подшипник, и дальше все в клин сходит. Поэтому я, когда перебираю привод, я просто вытаскиваю и все. Просто и надежно. И ничего у вас не перекосит. Какая шестеренка. И у вас будет он долго работать. Так, ну вот, в принципе, вот и все. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если есть какие-то предложения, что дам дальше снять, что-то объяснить, тоже пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.